Всем привет! Сегодня у нас короткий расклад, что произойдет с тобой неожиданно и твою жизнь всю перевернет. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Единичка. Ну знаешь, вот давай по-другому скажу. Ты вот вся такая яркая, ты уверенная, на попе ровно сидишь, всегда в движении, всегда в центре внимания. Ты щедрая, ты открытая, легкая на подъем, и мужики на тебя вешаются. Подруги тебя уважают. И вот произойдет то, что ты очень скоро, абсолютно внезапно, что-то вот у тебя щелкнет, и ты превратишься в полную свою противоположность. То есть ты станешь этим, как его, Плюшкиным, причем в юбке. То есть скряга, жадина, и это не шутка. Я знаю вот, что тебя или кто-то на деньги кинет, или ты новость увидишь какую-то, и тебя панический страх накроет. Вот два варианта. И с этого дня жизнь твоя перевернется. Твоя вот эта огненная энергия, она и не исчезнет. Нет, она у тебя внутрь спрячется. Понимаешь? И будет одна единственная цель — удержать и сохранить. Каждую копеечку, каждую вещь, каждую, как сказать, крупицу стабильности. Ты перестанешь ходить в кафе, потому что дорого. Ты станешь вещи носить прям вот очень долго, не как сейчас. В долг перестанешь давать, даже вот, как сказать, даже 100 рублей, придумывая, что не можешь. И знаешь, твой дом, который вот всегда был открыт там для гостей, он превратится в твою крепость. Ты будешь трястись над каждой своей чашечкой, над каждой подушечкой. Не дай бог кто-то что-то там передвинет, и не дай бог попросит там попользоваться какой-нибудь вещью. То есть вот это все у тебя будет вызывать приступы ярости неконтролируемой. То есть твоя вот этошняя, которая сейчас, щедрость и легкость, они испарятся, как будто их и не было. И самое страшное, это коснется не только денег, но и вещей. То есть, как сказать, вот, ты станешь жадный на все. Деньги, вещи, даже эмоции. Ты перестанешь радостью делиться, потому что, а вдруг сглазят. Перестанешь там сочувствовать, потому что, да, у всех свои проблемы. И станешь ты до жути ревнивый. И этой, как ее вот, которая, подозрительной станешь. Каждому мужику, контролируя каждый шаг. Вот твой ресурс, любой, это мужик, вещь, деньги и так далее, у тебя будет в голове, у меня это отнимут. Это и есть тот переворот, который тебя ждет. Потому что сейчас ты яркая, свободная, своими собственными руками построишь вокруг себя хоть чё, но вот это хоть чё, оно будет клетка. То есть вместо что-то позитивного ты построишь клетку для себя из страха и из жадности. И будешь не сидеть в обнимку со своим, как говорится, барахлом, да, и трястись, как бы чего кто не утащил. И люди, которые тебя любили, там, за твой свет, за твой огонь, они просто перестанут тебя узнавать. Они
на тебя смотреть будут вот как видеть чужого, озлобленного и до усрачки напуганного человека. Почему? Потому что тебя кто-то на деньги может кинуть. Но помним, да, будущее, оно вариативно, и поэтому предупреждена, значит вооружена, чтобы тебя никто на деньги не кинул. Давайте перейдем ко второму варианту. У тебя выпала полная противоположность, двоечка. У тебя тоже все перевернется, но вот так, как ты даже не мечтала. Ты же у нас какая вся? Чувствительная, эмоциональная, вечно в каких-то переживаниях. То ты загоняешься из-за какой-то мелочи, то спасаешь весь мир, то тонешь в обидах, то по уши влюбляешься. Вся твоя жизнь — это сплошной океан чувств, где тебя штормит от одной эмоции к другой. Вот как, представь, вот кораблик на волнах туда-сюда кидает, вот, тебя так кидает по разным эмоциям. И ты добрый, ты знаешь, ты добрая, но, как сказать, вот чрезмерно эмпатичная. Вот не знаю, как это сказать, но ты поняла. Но давай по-честному. Вот признайся хотя бы мне, что ты просто уже от этих качелей устала. Ты зависишь от чужого мнения, ты зависишь от чужого одобрения, от того, что там скажут люди. Так вот, скоро вот этому всему придет конец. Произойдет, знаешь, не событие, не встреча, не лотерея, произойдет что-то вот покруче. Это будет вот просто утро, обычное, там ничем не примечательное. Ты проснешься, глазки свои откроешь, увидишь, что деда рядом нет, да, и в твою комнату светит солнце. И вот в этот самый момент ты поймешь, что, как сказать, не головой поймешь, а вот всем своим существом, всем своей душой. Ты почувствуешь волну вот чистого, незамутневого детского счастья, что у тебя аж дыхание перехватит. Это будет не радость от чего-то конкретного, это будет радость просто вот от того, что ты есть, потому что вот солнце светит, потому что, как говорится, ты дышишь. И вот эта волна, она смоет с тебя всю вот эту эмоциональную шелуху, в которой ты жила годами. Все твои обиды, все твои страхи, все твои вот эти загоны, вся эта твоя зависимость от чужого мнения, все это покажется тебе таким мелким, таким неважным, таким смешным, и ты просто с кристальной ясностью увидишь, что для счастья тебе никто и ничего не нужен. Что источник всего вот этого света и тепла находится не где-то там за горизонтом, да, там в других людях, событиях нет, а прямо вот внутри тебя. И вот с этого дня твоя жизнь перевернется. Ты просто перестанешь плакать из-за мудаков, ты перестанешь париться от того, что о тебе думают. Ты начнешь делать то, что ты хочешь. Именно ты, а не то там, чего от тебя ждут другие. И смеяться ты будешь. А вот когда тебе смешно, и нет говорить веселей. Понимаешь? То есть, как сказать, ты станешь вот абсолютно и тотально самодостаточной. Просто вот от того, что утро и солнышко. Понимаешь? Я вот не знаю, как это тебе объяснить, но я думаю, объяснять не нужно, потому что ты и так поймешь. И люди вокруг это поймут. Они будут к тебе тянуться, как вот к огоньку, потому что от тебя будет исходить энергия. Энергия спокойствия, энергия радости. Ты просто перестанешь быть жертвой своих эмоций и станешь хозяйкой своих эмоций. И это будет не временный вот этот вот, как сказать, приход, да? Не какая-то там позитивная аффирмация. Нет, это будет вот фундаментальный сдвиг в твоем сознании. Ты просто выйдешь из тени на свет. И больше никогда не вернешься обратно в этот сумрак, в котором ты сидишь сейчас. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Что с тобой произойдет абсолютно неожиданно и жизнь перевернут? Но, знаешь, у тебя самый опасный вариант.
Твоя жизнь, она вот тоже перевернется, да, как у единичек и двоечек. И на первый взгляд это будет выглядеть как вот офигенный успех. Ты же у нас женщина амбициозная, всегда в будущее смотришь, планы строишь, хочешь расти, развиваться, самопознаваться, мир завоевывать. Тебе тесно в твоих вот нынешних рамках. И ты ждешь свой корабль, который увезет тебя к новым горизонтам. Так вот, этот корабль, он приплывет. И это случится внезапно. Ты знаешь, тебе сделают такое предложение, от которого невозможно будет отказаться. Это работа, но, как сказать, в другом месте. Или в другом городе, или другая работа там на соседи. То есть другая работа. Понимаешь? И вот, то есть перед тобой все двери откроются, о которых ты мечтаешь. Стоять на берегу будешь и видеть, как тебе приближается целый вот вереница кораблей из возможностей. И, конечно, ты согласишься. Ты шагнешь, как сказать, на борт этого корабля. И тут начнется самое интересное. Потому что этот корабль, он, знаешь, с двойным дном окажется. Эта возможность, это вот прям офигенный успех будет с одним маленьким, но очень важным условием. Дьявольский контракт, да, пока по картам виде. Знаешь, чтобы вот это все получить, тебе придется пойти на сделку с совестью. Ну, а как ты хотел, чтобы я дьявола трактовал? Все будет цветное и весело? Нет. Тебе придется врать. Тебе придется предавать свои принципы. Тебе придется делать то, что тебе глубоко противно. Понимаешь? Например, этот, как его, начальник твой окажется мудаком, манипулятором, и чтобы удержаться на этой должности, тебе придется, как мягко сказать, вот он к тебе яйца будет подкатывать, но надо как-то мягко сказать, потому что я же все-таки... Вот тебе придется плясать под его дудку, понимаешь? А дудка ты знаешь, да? Не все могут подудеть. Извини, это моя шутка, нет, это образно. Вот. И ты окажешься... Ты получишь деньги, статус, вот это все, но ты свободу потеряешь. Ты окажешься в золотой клетке вот этого дьявола, да, начальника твоего. И это и есть переворот. Ты получишь все, о чем ты мечтала, но ты заплатишь за это своей душой. Станешь зависимой по дьяволу. Зависимой от денег, от вот этого положения, от нового образа жизни. Ты будешь бояться все потерять, а начальник будет, как говорится, как сказать, искушать. Я не знаю, как это правильно сказать, потому что я слова подбираю, но никак не могу подобрать. И вот этот страх все потерять заставит тебя идти на все больше и больше компромиссы, на все больше и больше сделки с совестью. И в один день ты просто посмотришь в зеркало и себя не узнаешь. Ты увидишь вот эту успешную, богатую, влиятельную, но с глазками пустыми, прикованную к своему успеху цепочкой золотой. Твоя жизнь перевернется, потому что ты достигнешь вершины, но на этой вершине ты окажешься в рабстве. А так будет более понятно. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание, я тебя жду.